традиционная индийская парикмахерская. Прямо на улице вас стригут. Надеюсь, что я дойду до этого магазинчика, а вернусь обратно заживо. 85 рупий стоит вот это счастье. Вы видите, какая пыль? Привет, друзья! Намасте! Рады! Это я, Олег, мистер Шанти, со своей верной палкой. Вот с этой. На канале India Magic TV. Надо, наверное, мне поменять псевдоним с мистера Шанти. Сейчас придумаем. Скоро у меня виза закончится. Я на визу забью, останусь здесь, выкину паспорт, сяду там на парикрамной дороге, возьму гармошку, посажу Рокси рядом, одену оранжевую одежду и буду петь, что там, Хари Кришна, Хари Рама, и просить милостыню. Деньги закончатся. Вот, и меня индусы будут называть Били Баба. Баба — это бомжик вот этот, который сидит в оранжевой одежде, индийский. А Били — это кошка на индийском языке, на хинди. Вот что, нормально, да? Били Баба лучше, чем мистер Шанти. Да, классно, все. Теперь будем называться Били Баба. Да, весело. Чем-то таким травяным повеяло. Вон они сидят, курят. Вот я сейчас буду проходить, видите? Вон они там кричат Хари Кришна, и у каждого трубочка такая. И они эту трубочку посасывают. Вот парень спит, хорошо ему. На свежем воздухе. Рады? How are you? Oh, you have a nice restaurant there. Okay. Я еще не пробовал в этом ресторане. Есть тоже новый ресторан. Макакочка. Куда-то иду, у нас дома там выключили электричество снова. Оставил Рокси дома, включил ей охладитель воздуха. Направил на нее, она спит на полу. Охладитель воздуха работает от инвертора, потому что нет электричества снова. Постоянно нет электричества. Наверное, часов 12 в сутки оно есть у нас. Часов 12 нету, пополам. Я представляю, как это работает. Сидит чувак там какой-то на электростанции, да, где электрокомпания. У него пульт управления какой-то с нагрузками на все районы. Во время аномальной жары потребность в электричестве возрастает. Но мощность в таких масштабах измеряется мегаваттами. Ну вот, к примеру, я не знаю, какие там конкретно цифры. Ну, скажем, предположим, да, что всему региону, который обслуживает эта электрокомпания, потребность, ну, скажем, 100 мегаватт. Она может там выдержать, электростанция. Если будет больше 100 мегаватт потребления, что-нибудь там взорвется, трансформатор расплавится, провода расплавятся, и оно вообще не будет работать. Никакого электричества не будет вообще. И вот сидят чуваки, значит, или чувак один, индус, и переключают это электричество. Один район включают на пару часов, другой выключают на пару часов, третий опять включают, другой выключают, потом и этот выключают, а тот включают. И вот так по очереди всем дают немножко электричества. Но чтобы в итоге это все вместе не превысило вот эти, ну, наши с вами абстрактные 100 мегаватт. Может, там 200 мегаватт, я не знаю сколько. Просто взял для примера как бы 100 мегаватт. Да, 100 мегаватт может дать эта электростанция, а потребность в самую вот эту аномальную жару пускай 200 мегаватт. Соответственно, каждый регион будет получать
электричество по времени в 2 раза меньше. Чуваки будут по очереди всех подключать и отключать, чтобы хоть как-то электричество у них было, хоть сколько-то. Но суммарная потребность, чтобы не превысила то, что может эта электроподстанция, чтобы она не взорвалась. Видимо, вот так оно тут и работает. На протяжении года, видимо, какие-то деньги выделяются, чтобы улучшать эту инфраструктуру. Провода потолще натягивать. Но все деньги, видимо, распихиваются по карманам. А когда приходит вот такое время аномальное, все это вылазит наружу. А кто виноват, уже не найти, у кого эти деньги на карманах. Да, потому что в прошлом году я посмотрел, ну, вам я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, что температура была от 10 до 15 градусов меньше каждый день. Вот максимальная температура каждого дня. Если посмотреть историю, то сайт EQWeather, он дает текущую погоду и погоду на тот же самый день, скажем, на 2 июня, но год назад. И вот все температуры были от 10 до 15 градусов меньше в прошлом году. То есть как бы в прошлом году здесь была аномальная прохлада, а в этом году аномальная жара. А эти ребята на электрокомпании, видимо, расслабились, решили, что теперь всегда так будет прохладно. Можно ничего не делать. А тут, нате вам, и самое жаркое время за последние 40 лет. И мы как раз с Рокси сюда приехали. Ну вот так. По крайней мере, у нас есть инвертор, который несколько часов может держать более-менее приемлемую температуру в комнате, пригодную для жизни. Насколько я помню, один раз было, что на всю ночь выключили. Но так как бы по большому счету, по статистике, больше 2 часов редко, когда выключают электричество. Да, и днем я не включаю кондиционер. Все равно он в такую жаркую погоду, когда выше 40, кондиционер работает неэффективно. Он жрет электроэнергию только. А охлаждать, ну, охлаждает, но еле-еле. Я поставил там 28 градусов, и вот днем у него компрессор молотит непрерывно, то есть он не может добиться в комнате вот этой температуры 28 градусов, чтобы временно остановить этот компрессор, ну и дождаться, когда температура снова повысится, чтобы снова включить компрессор. Обычно кондиционеры так работают, а он молотит и молотит, то есть он не может. Когда на улице 45, он не может в комнате сделать 28. Ну и вдобавок, наверное, когда там под 50 на улице, этот кондиционер тоже перегревается, и в нем что-то может испортиться, а нам он еще пригодится во влажный период, во влажный сезон, когда без кондиционера вообще не будет невозможно жить. Сейчас можно днем, когда самое жаркое время, низкая влажность, охладитель воздуха работает вместо кондиционера более-менее успешно. Ну, приемлемо, можно жить. Вот. А ночью я включаю кондиционер, чтобы нормально спать. Я там это сделал устройство, которое включает кондиционер на 10 минут раз в 20 минут. Вот 20 минут проходит, он включает его на 10 минут. А потом через 10 минут выключает. Потом еще 20 минут. Комната нагревается. И он опять включает кондиционер на 10 минут. И так вот всю ночь. Вот так вот. И ночью нормальная атмосфера. Иногда даже прохладно. Я укрываюсь простыней. Надо немножко охлаждаться хотя бы ночью, чтобы вы чувствовали прохладу, чтобы более-менее как-то жить. Иначе, если постоянно вот эта жара, как в аду, то, ну, тяжело. Как бы западному человеку тяжело. И индийцам, в принципе, по барабану. У них это в генах. Хотя они тоже умирают от жары только так. Те, кто работают на улице в жаркое время. Поэтому вот кондиционер я включаю в темное время суток, ночью. Вот тогда и влажность подрастает. А днем у нас охладитель воздуха. И вот это традиционная индийская парикмахерская. Прямо на улице вас стригут, бреют и делают вам массаж головы. Даже в Дели есть, в столице такие парикмахерские. Хотя, конечно, есть и нормальные, крутые
парикмахерские обычные. Я иду в новый ресторан, где кондиционер, чтобы там охладиться немного. И сейчас я сделаю окружение, вот этот звук Индии погромче. Наслаждайтесь. Рады. Холодно. Все, буду здесь жить. Есть тут ласи, я хочу манговое ласи. О, номер 12 у меня токен. Здесь электронная очередь. И сейчас у меня загорится лампочка номера 12 на табло. Циферка. Я заказал, друзья, моя палка. Палка обезьянная, моя верная обезьянья палка. Я заказал холодный кофе с мороженым. Cold coffee with ice cream. Номер 12 у меня очередь. О, смотрите, пока еще здесь очень мало людей. Это пока еще до заката. Еще солнце не зашло. А вот как только солнце зайдет, все, здесь будет весь Вриндаун. Надо будет места занимать заранее. Вот, пересяду сюда к окошку. И можно будет пить холодный кофе с мороженым и смотреть на улицу. Вот видите, напротив, Бридж Аббаси, это старый магазинчик сладостей. И там наверху был вот этот ресторан, где сейчас. Он там наверху, вот на этих этажах. А сейчас они построили вот этот дом и перевели ресторан сюда. Да, вот это именно вот тот Бридж Аббаси, который старый. Хозяева одни и те же. Вон он, мой холодный кофе с шоколадом, вернее с мороженым. Вот. Вау! 85 рупий стоит вот это счастье. Летнее счастье. Надо очень долго пить, потому что эта штука очень холодная. Можно простудиться. Я все еще не отошел от жары снаружи. Как бы вроде бы и не жарко на самом деле, когда ходишь. Вроде нормально. Вот сейчас. Ну так, жарко, конечно, но уже привычно. Но вот здесь, когда кондишка, здесь совсем другой мир получается. Вот смотрите, какая красота. Да? Такой коктейль. На самом деле это холодный кофе с мороженым. Очень вкусно. Будто режешь капусту. Это еще заказал. Называется Fresh Lime Soda. В общем, газировка с лимоном. И они добавляют сюда, знаете, вот это, по-моему, джира.
приправа такая. Не очень мне она нравится. Ну что поделать, может быть она полезна. Ладно уж. Что-то после мороженого мне захотелось просто воды, не очень сладкая, а она получается, опять же, очень много сахара. Хороший ресторанчик. Прийти посидеть вот так, заказать какой-нибудь соды и сидеть тут полдня в прохладе. Ноутбук можно притащить и в интернете сидеть, что-то делать. Здесь нормальная атмосфера, вот как она должна быть. Ты уже забываешь, что на улице там аномальная жара. А здесь просто вот хорошо. Как обычно, как должно быть. Наверное, градусов 25 температура. А когда заходишь снаружи, эти 25 градусов ощущаются, как будто ты попал на Северный полюс. А потом минут 15 посидишь, тело адаптируется, и тебе нормально. Как там разные блогеры любят снимать ролики на тему плюсы и минусы чего-нибудь, там, Таиланда, например, или плюсы и минусы Соединенных Штатов, где они оказались благодаря своей карме. Наверное, и нам надо сделать ролик, друзья, на тему плюсы и минусы жизни в Индии. Это, кстати, один из минусов Индии, что официальным, законным, постоянным жителем этой страны стать очень трудно. Это страна с одной из самых недружественных иммиграционных политик, наверное, на Земле. Некоторые люди, которых я знал, в основном это преданные кришнаиты здесь во Вриндаване, они хотели стать гражданами Индии. Так вот, они мне говорили, что для того, чтобы стать гражданином Индии, ну, теоретически это возможно, но нужно, во-первых, прожить на территории этой страны, не выезжая, на протяжении 12 лет. Если вы хотя бы раз за 12 лет выезжаете за пределы страны, то все, у вас все обнуляется, и вам нужно снова жить 12 лет, чтобы получить гражданство. Но этого мало, еще нужно иметь какие-то основания, чтобы получить гражданство. Кроме того, что вы здесь прожили 12 лет безвыездно, нужно сдать экзамен по истории Индии и языку хинди. Если вы не сдадите экзамен по хинди, опять же, хоть 20 лет здесь живите, но гражданство Индии вы не получите. Ну, по крайней мере, это так было лет, наверное, 6-7 назад, мне об этом рассказывали. Наверное, сейчас ничего не изменилось. Сейчас я не узнавал, не спрашивал у людей, какие законы. Наверное, так все и осталось. Предполагаю, что у этого ресторана, нового, красивого, есть своя электростанция, как у многих больших каких-то богатых заведений и учреждений здесь, во Вриндаване, потому что здесь не выключается электричество вообще. Ну, электростанция, здесь я имею в виду, это такое помещение, где находится блок больших дизельных генераторов. Потому что очевидно, что здесь очень мощные кондиционеры промышленные стоят. Вот видите, это труба на потолке. Вот эта вот огромная труба, которая, вот она идет, видите, по всему залу. Надо мной и туда, дальше, по периметру, там, над кухней. Это промышленный кондиционер. То есть здесь нет обычных кондиционеров, вот таких, как стоят у вас дома. В маленьких кафешках вот именно такие кондиционеры домашнего типа. А здесь стоит промышленный кондиционер, который потребляет просто огромное количество электроэнергии. И, скорее всего, здесь у них своя электростанция в виде 2-3 больших дизель-генераторов, которые постоянно питают это заведение электричеством, независимо от того, отключает это электричество снаружи или нет. Таковы реалии Вриндавана. Если ты хочешь нормальное электроснабжение, тебе нужно иметь свою электростанцию. Нашел недостаток у этого ресторана. Вот, друзья, отгадайте, какой. Посмотрите внимательно, чего нет. Подумайте, чего не хватает в этом ресторане. По-моему, это очевидно. Не хватает салфеток на столах. Видите, нету.
салфеток на столах. Я вот накапал здесь мороженое, хотел вытереть салфеткой, а салфеток и нету. Что-то я напился холодного, как бы не заболеть. Вышел вот на улицу. Здесь хорошо тепло. Хорошо тепло. Да, пойду домой к Рокси, как она там. Вот он, да. Мне сейчас дядечка там, который работает в этом ресторане, сказал, что да, действительно, этот новый ресторан, это вот часть вот этого ресторана. Вернее, те же самые хозяева у этого и у нового. Раньше здесь было вот на втором этаже ресторан, сейчас там нету на втором этаже ресторана, и он переехал сюда в новый.
Не облизывай это, не облизывай, Рокси. Хоть оно написано, что безвредное. Там экстракт нима. Вот такой спрей натуральный от всяких блох и от всяких насекомых, чтобы ее не кусали комары, блохи. Этим спреем ее нужно поливать, наверное, раз в 3 дня. Потому что он не прям такой эффективный, как химические спреи. Это натуральный на травах. В основном здесь экстракт нима. Ну, ним для кошек не вреден. Не вреден нам ним, да? Не вреден, не вреден. В небольших количествах. Ладно, спи дальше, спи дальше. Обработал ее. Капец жара. Вышел в самое жаркое время дня. А мне надо газ. Заполнить баллон газом. Газ закончился. Вчера суп варил. И у меня баллон пустой. Но суп я сварить успел. Суп доварился. Потому что в скороварке. Она даже не начала выпускать пар. Не успела вот этот делать звук пш, как паровоз. Потом, когда я ее открыл, суп доварился. Просто за счет температуры внутри и герметичности этой скороварки. Я 3 месяца пользовался этим газом. Там небольшой баллон совсем. Не знаю, сколько там килограмм. Наверное, 2 или может 3 килограмма. Причем это не я еще его заправлял, а тот человек, который у меня жил здесь на Картику, на фестиваль. То есть он был не полный. Им уже пользовались. Заправили и пользовались. Вот я к тому, что насколько экономна вот эта штука, скороварка. Несколько минут, и она начинает кипеть там внутри. Делает один пшик, и вы просто выключаете газ сразу. И оно там варится само внутри за счет давления. Очень жарко. Шляпу намочил. Надеюсь, что я дойду до этого магазинчика, где газ, и вернусь обратно заживо. Очень жарко. Газовый баллон у меня в рюкзаке за спиной. Я надеюсь, он не взорвется в такую температуру. Смотрите, вообще никого нет на улице. Наверное, 48 градусов. Прям такая печка. Печка, печка. Дома-то нормально. Там под охладителем воздуха лежит Рокси. Ну вот кто-то работает. Он тракторист. Возит кирпич. Он не может сидеть дома. Ему надо работать, кормить семью. Что делать? Люди продают арбузы. Может, арбуз купить. И мне надо купить еще фруктов, овощей. Пришел я, да, все магазины вот эти газовые, они закрыты. И никак я не смогу ничего сделать, они только вечером откроются. Да, что ж делать-то? Есть-то хочется, а я не могу ничего сварить. Это только до вечера ждать теперь. В общем, друзья, полная жопа на улице. Никого нет, даже обезьян нет. Я откупил, видите, бананов и ананас. Вот буду это есть. Потому что газ не продают сейчас. Видимо, из-за жары будут продавать, наверное, только вечером. И я себе не могу ничего приготовить. Далеко куда-то идти поесть, как бы тоже никуда не пойдешь. Я вот сейчас бегом домой быстрее. Потому что здесь реальная просто какая-то печка. Да, вот несу, я даже не стал класть вот эти бананы и ананасы в рюкзак, потому что все равно этих самых макак нет на улице. Они прячутся от жары, от этой. Вот так. Вот наш браман поехал, который служит у нас в храме наверху. Собачки, вы нашли влажное место, бедняги. Ну ничего, выживут. Да. Круто, вот это ветер Лу. Дает прикурить. О, какой ветерок, ой, как классно, друзья. Не зря я вышел погулять, а то лежу дома на кровати. И думаю, что здесь вот на улице опять печка сегодня. А сегодня вообще и не печка даже. Сегодня вот такая погода. Хорошая, приятная, ветреная. Ну, Индия может, когда захочет, да? Но я думаю, что это ненадолго, потому что там в прогнозах опять 47 на июнь. Ну вот 1 июня такой вот подарок. Можно гулять. Вчера поехал в этот Прем-Мандир на велосипеде. Думаю, дай-ка я съезжу
поснимаю там. Вчера было воскресенье, кажется, да? Выходной день или суббота. Доехал до Прем-Мандира на велике. Жарища невозможное. Часов, наверное, в 6 я ехал туда. Жара такая, что едешь на велосипеде и мозги плавятся. Сегодня вот надо было ехать. Приезжаю туда, а там, как всегда, тысячи людей ломятся в эти ворота этого Прем-Мандира. Ну, я, конечно, не полез туда, в эту очередь. Я понял, что, наверное, мне не суждено попасть в Прем-Мандир в этом сезоне. Раньше я как-то спокойно заходил, там никогда не было столько людей. Я не знаю, откуда они берутся, особенно в этот жаркий период. Это удивительно. Такое впечатление, что пока меня не было в Индии 3 года, количество людей здесь увеличилось в 3 раза. В каждый год. О, вот в этот магазинчик же я шел, смотрите. К дядечке, а у него отвалилась эта реклама. Вот это да. Реклама у него отвалилась. Вот такой ветер сегодня. Я не знаю, что там слышно в камере или нет. Смотрите, настоящая пыльная буря. Потому что пыли очень много здесь, поэтому она пыльная. Если бы не было пыли, был бы просто ветер. Видите, что делается? Вот так. Обезьяны все аж разбегаются от страха. Я не знаю, у меня камера записывает что-то или только задувание ветра она записывает. Я пришел к нему в магазин, а он в нерабочем состоянии. Видите? И что-то мне кажется, что вот это вот погодное явление сейчас будет усиливаться. Проблема у него. Даже не хочется домой идти. Купил я помидоров, купил картошки, баклажанов. Баклажаны он мне по 40 рупий продал. Мне кажется, они дешевле должны быть. Картошка 25, как всегда. Ух, какой ветер. Вау. Помидоры 40. Ну и там еще купил чего-то себе. В магазинчике у него таких полусъедобных продуктов, типа сублимированной лапши, там на скоряк сделать, себе поесть. Такие дела. Рады. Полицейский сидит, смотрит, что я снимаю, и смеется. Да, теперь меня зовут Билли Баба. Для индийцев, в смысле, вам я буду представляться мистер Шанти или Олег. А индийцам я буду представляться Билли Баба. What is your name? Билли Баба. I'm your Guruji. Билли Баба. Отличная погода, так бы и гулял. Вот так было бы все лето. Было бы вообще замечательно. Я не знаю, сейчас по ощущениям, ну, наверное, за 30. Градусов 35, не больше. Вот так, по ощущениям. И ветер такой хороший, освежающий. О, видите, какая пыль. Жарче в магазине, чем на улице. Но это, друзья, ненадолго. Это так вот сегодня отпустило в честь 1 июня. Решил Вриндаван отметить таким образом наступление последнего месяца лета. Июнь — это последний месяц лета. Считается здесь апрель, май и июнь — это 3 летних месяца. Осени здесь нет как таковой в этой широте, в этой местности. Вместо осени дождливый сезон. Муссоны. Он мне предлагает прокатиться. Прабу, нейны. Спасибо, дорогой.
Эх, говорит, прокачу на телеге тебя. Я несколько дней назад днем вышел в жару. Ну вот это есть в ролике в сегодняшнем. У меня закончился газ, я не могу себе сварить ничего. Жара на улице 46, наверное, или 47. А у меня газ закончился. Я пошел этот газ заправлять. Ну и еще надо было там по делам сходить в самую жару. Потом пришел домой. Меня схватила, короче, печень первый раз в жизни. Ну, начал бок болеть вот этот, где печень находится. И температура небольшая такая, 37,1. Ничего я не ел нигде я не травился. Ну, видимо, просто перегрелся. Вот такая реакция организма на эту жару была. И, в общем, весь следующий день я подумал, не дай бог мне чем-то заболеть вообще. Какой-то гадостью. Такой, чтобы я не смог ничего делать вообще. И ухаживать за Рокси там. Я лежал весь день, смотрел сериальчик «Доброе знамение». Очень классный сериал, советую. С Дэвидом Теннантом в главной роли. Там два персонажа. Ангел и демон. Главная роль. По книге Терри Пратчетта. Офигенный фильм. Просто обалденный. Я бы с удовольствием посмотрел этот сериал еще раз через какое-то время. Я не буду его стирать. У меня все 2 сезона на компьютере. И будет 3-й сезон скоро. То есть я получил кучу положительных эмоций, пока смотрел этот стёб. Кто знает Терри Пратчетта, тот понимает, о чем я говорю. Это был величайший писатель современности. Жалко, что он умер не так давно. Так бы написал еще много прекрасных книг. Я почти все прочитал Терри Пратчетта, что можно было найти. Или прослушал в виде аудиокниг. Есть еще классный фильм по Терри Пратчетту, называется «Цвет волшебства», по одноименной книге. Тоже очень хороший. Но это просто фильм, а это сериал. 2 сезона. Хотя сезоны небольшие, там по 6 серий, кажется, насколько я помню. Вот наша кафешка. Пойти заказать что-нибудь, что ли? Или пойти уже варить себе самому.